Привет любителям средневековья, доспехов, исторического фехтования и просто случайным зрителям. Если чё, я тут на канале доспехи делаю, так что приятного просмотра. Вот и подходит к концу работа над шлемом. Сейчас я делаю закалку. Поскольку тут использована сталь 45, то я закаливаю ее при температуре 780 градусов. При закалке на воду с более сильным нагревом бывало так, что на шлеме появлялась трещина. Пару шлемов я так и запорол. Было обидно. Прям сильно обидно. 3 дня работать, чтобы в конце эта 45-ка выпендрилась. Вот поэтому я больше люблю 30 ХГСа. Экспериментальным путем некоторое время назад я нашел оптимальное значение, чтобы получалось без брака. Что бывает с шлемом без отпуска, можете глянуть в видео про алебарду. Шлифовку и сборку я оставил за кадром. Там не особо интересная работа, а шлифовка пыльная и убивает камеру. Короче вот, пошлифован, собран, ремешки приклепаны и даже подшлемник пришит. Кстати, на канале есть еще несколько видео про то, как я делал этот шлем. Можно найти в подсказках и по ссылкам в описании. А еще есть пара видео с похожими личинами: шлем богатур и китайский шлем. Можете заценить музыкальное сопровождение. Я там ничего не говорю, и как вам вообще, лучше говорить или молча музыку играть? Или может вообще оставить только звуки работы? Можете написать в комментариях. Ну и самый главный вопрос. Что делать, если в душе ты половец-коневод, но очень хочется в бугурт? Правильно, натягиваем коня на глобус. Я хотел сказать, что работаем с источниками и историческими артефактами. Берем кипчакскую маску, находим подходящую форму купола шлема и начинаем обряд бугурта оптимизации. Задача: защитить нашего пациента от вредоносного контакта с другими соседями по палате, в смысле с собратьями по ресталищу. Поскольку предки не удосужились создать шлем половца, который надежно защитит в спортивном бугурте от травмы, то это упущение придется устранять мне. Маска и купол шлема не защищают область шеи, вот эту часть я и закрыл стилизованными нащечниками и задними пластинами. Огребать тем дубьем, что они элегантно называют макеты средневекового вооружения, как-то вредно для здоровья. Знаете, по каким критериям они выбирают себе оружие для бугурта? А я вам сейчас зачитаю. Чтоб крошила доспех, чтоб с удара алебурды пассажир складывался и блевал. Хочу деструктор, дезинтегратор вражьих щитов. Вот так вот. А кольчужная бармица, которая должна была прикрывать шею в этом шлеме по истории, ну вообще никак не держит дробящий удар. Уж извините, мастера-кольчужники, но в бугурте кольчуга это чуть более чем декор. Вот так вот. Под личиной добавляем еще одну деталь, чтобы при толчке в лицо забрало упиралось в грудь, а не било в подбородок. Задняя нижняя пластина двигается, а вот забрало закреплено неподвижно, для надежности. Если делать ее подъемной, то вы рискуете, что вам расшатают лицо, сразу же после того, как расшатают личину. И вот, святая бугурта оптимизация свершилась прямо у вас на глазах. Правда, для некоторых реконструкторов это как святая вода для черта, но что поделаешь, если люди просят? Правильно, что просят, то и делаю. Если бы настоящий кипчак вдруг перенесся из 13 века в бугур 21-го, то он захотел бы быть в таком шлеме, а не в своем родном. Правда, такая конструкция уже немного похожа на доспехи гномов. Боевые куманы-дворфы на горных козлах в неосяжных степах Херсонщины. А чё, мне нравится такой научно-исторический подход. А сейчас я появлюсь в кадре и расскажу еще чего-нибудь про шлем. Первое, что нужно понимать, это бугуртный шлем, и это не реконструкция. Это просто стилизация на основе некоторых артефактов и подгонка этой концепции под бугуртные реалии. Второе, что нужно сразу отметить, это то, что под правило Ашемби вся зона ниже кожаной полосы и ниже личины должна закрываться тканью, чтобы вот этого вот всего не было видно. То есть это все является как бы скрыткой. Но на фестивале, на которых не требуют такие закрывашки, можно вполне себе выступать, не надевая ткань, потому что она рвется. Можно ее сохранить, держать более аккуратную, не порванную и одевать только на стоящие, на самые требовательные мероприятия. Я уже говорил, что это сталь 45 в основном, кроме этой детальки и вот этой детальки. Здесь 30 ХГС толщиной 1,5 мм. В нижнюю часть не проходят такие акцентированные удары, поэтому я их сделал тоньше, для того, чтобы хоть как-то облегчить конструкцию шлема. И если в горло действительно очень редко проходят сильные акцентированные удары, потому что чисто сбоку редко кто бьет, да и в принципе стараются не покалечить друг друга, то вот задняя часть часто подвержена
жестоким ударам, которые приходят именно сверху. То есть вот так вот редко ловят удары, но вот так, когда вас наклонили, очень часто вы боретесь, вы в наклоненном состоянии, то вот сзади может прийти серьезный удар. Поэтому всегда нужно обращать внимание на защиту основания шеи, чтобы она была надежная. Одной этой пластины тут не хватит. Нужно еще нашивать пластинку вот на эту тканевую пелеринку, чтобы даже при малейших подсъезжаниях, вот сниманиях шлема у вас на основании шеи всегда была стальная пластина. Бывает так, что в пылу битвы вас один человек наклоняет, и еще двое других просто бьют сверху алебарды. Никто не хочет никого покалечить, но случайно могут приподснять шлем, и вы можете представить, что будет, если ударить человека по голой шее сверху 3-килограммовой алебардой. Ну, там просто сразу инвалидность или еще что хуже. За свою безопасность нужно думать в первую очередь самому. Если вы выходите в бугурт, вы должны быть уверены в том, что вы везде закрыты. Здесь стоит поролоновый подшлемник. Он довольно комфортный. Он изначально мягенький, то есть новый подшлемник, он мягенький. Приятно в него влазить, он такой хорошенький. Умеренно плотный и умеренно мягкий. Хорошо получилось. Вот этих всех отверстий, их нету на дизайне оригинала, то есть на артефактах их никогда не было. Они сделаны для того, чтобы хоть как-то улучшить вентиляцию шлема и хоть как-то дополнительно улучшить обзорность, потому что обзорность без этих отверстий была бы не очень хорошая. А сейчас я, например, вот вижу, ну, условно, колени врага я через отверстие вижу. Ступни моего оппонента вот на таком расстоянии, то есть у меня сейчас как раз расстояние до камеры примерно, вот как боевое положение друг против друга, если мы стоим, то, ну, голени я вижу, ступни уже будет плохо видно. Скорее всего, вентиляция в этом шлеме немного хуже, чем в Топхельме Грифоне, но очень близка. Расстояние до забрала здесь хорошее, то есть безопасное. У меня здесь влезет между зубами и личиной, ну, 3-4 пальца спокойно влазит, вот такое расстояние. Ну, 3-4, где-то так. Так что с точки зрения безопасности здесь все хорошо. На боковых детальках есть отверстия в виде крестика. Это отверстия для того, чтобы лучше слышать. Без них плохо слышно команды союзников, а также плохо слышно команды судей. И если вы вовремя не заканчиваете, не останавливаете бой, может быть такое, что вас оштрафуют или даже исключат из боя. А если это групповой бой, то -1 боец – это, конечно, существенная потеря. Вот такая себе закрытая бугуртная коробка. И при этом эта бугуртная коробка еще и уникальна, потому что все-таки здесь личина. Это не просто какое-то забрало, а тут человеческое лицо. Это, конечно, добавляет эпичности, жирности, но и добавляет желание у соперника лишний раз угандонить именно этот шлем, а не какой-нибудь другой ржавый некрасивый.